Привет, 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 песеры, с вами Морж, снова понедельник у нас на календаре. А значит, Konami выкатывает нам новые селекции, и это как раз те селекции, за которые мы вроде как голосовали. Ну, точнее, нам дали возможность проголосовать, но честно, что в прошлом году так было, что в позапрошлом, я не думаю, что они вообще на это голосование обращают хоть какое-то внимание. Они делают вид, что они нас слушают, мы делаем вид, что мы им верим. Ну, что поделать, работаем с тем, что есть, так сказать. Как обычно, обновили у нас два соревнования. Стандартный понедельник, теперь была у нас J-лига, теперь у нас Мексиканская лига. Опять же, я уверен, что среди вас есть куча поклонников Мексиканской лиги. Проходите онлайн 50 монеток, проходите против бота, получаете тапку. Ну и в принципе все. В принципе все, опять сиди и перди до среды. Играть, к сожалению, сейчас особо в нашей игре не во что. А я, на самом деле, удивлен, что сегодня не появилась селекция какой-нибудь сборной. Сейчас вроде как матчи сборных были. Германию нам выкатили в прошлый понедельник. Почему сейчас еще, допустим, какую-то сборную не добавить, я, если честно, не знаю. Так, все остальное у нас как и было, правильно? Ну да. Ничего интересного, так сказать. Ну, единственное, сейчас, да, вот под Мексиканскую лигу можно за номинальный контракт каких-то игроков добрать. Опять же, здесь такой же вариант, как и с J-лигой. Хрен вы их будете использовать в своих основных составах, а вот так чисто пройти быстренько ивент и забыть про них. Благо сейчас можно 900 мест держать у себя в раздевалке, поэтому более-менее. Напоминаю, что если хочешь следить за новостями, подписываешься на мой телеграм, ссылка в описании закрепе, там же ссылка, если хочешь задонатить на мобилочку с российских карт, ну и там же ссылка на чат, где можешь пообщаться с единомышленниками. Ладно, смотрим, что нам выкатили по Лиге 1, собственно, французской. Как написал один товарищ, собственно, в комментариях, а именно Антон Кондрюков, тоскливый мусор у нас сегодня в паках. Может быть, так видео и назову. Действительно, достаточно тоскливо. Во-первых, если честно, я просто сразу так посмотрел на цвет. Ну, как вы понимаете, я это на ПК все делаю, потому что на мобилку мне эти игроки не нужны. Какие-то они выцвевшие. Вот как будто карточки забыл в штанах, а мама тебе их постирала. Вот примерно такой цвет у этих карт. Как по мне, ну, такое себе, глаз не цепляется. Да, появляется у нас здесь оттянутый форвард Месси. Последняя, так сказать, карточка Месси, собственно, в форме ПСЖ, 10 навыков, все по стандарту, не лучшая скорость, не лучший корпус, ну, в общем, стандартный Месси. Хорошо все с дриблой, реализацией и всем остальным. Но нет, ребят, я вам так скажу, даже подарочный Месси, который нам давали бесплатно, поинтереснее выглядит, чем эта карточка. Если вы на него не попали, конечно, Месси стоит половить. Если попали, то, ну, такое себе. Бен Йедер тоже, опять же, много раз уже был у нас и от команды недели, и в паках Лиги Чемпионов, и, по-моему, бесплатно нам его давали за сборную Франции. Короче, хрен знает, сколько карточек у него есть. Они опять его сюда впихивают, и все. Вот у меня других слов нет. Дэвид, аналогично, много карточек у него было. Карта неплохая, вполне путевый центральный нападающий, бегуночек. Даже по снизам кое-какой есть. 10 навыков. Все хорошо, но у тех ребят, которые играют какое-то время, я думаю, просто уже есть эти карты. Их слишком много было, то есть они опять нам запихивают повторы и не стыдятся этого абсолютно. Терьер, если я не ошибаюсь, он у нас был в матчпассе. Ну, то есть покупал матчпасс, и ты получал эту карту. А теперь вы его вот так вот выкидываете. Ну, хрен его, неужели нельзя было другого какого-то игрока из Рена взять и, собственно, запихнуть в этот пак. Санчес аналогично тоже был у нас не один раз. Фафана аналогично был в матчпассе. Шмейхель, тоже ни одна его карточка, точно и не две была у нас за все время. Короче, хрен его знает. Вот листаешь этих игроков, смотришь и думаешь, а кто мне вообще сюда может хоть куда-то заходить? Не знаю, если вы собираете какую-нибудь африканскую страну. Не, ну это француз, да, как я его сразу в лицо не узнал, что это француз. Это тоже француз. Это тоже, наверное? Не, ну вот, хотя бы не француз. Если вы собираете, там, не знаю, сборную Африки, либо какую-то отдельную африканскую страну, то здесь можно, так сказать, пополнить свои запасы. А если вам нужны игроки именно под основной состав, которые будут у вас бегать, рвать на поле, я бы не брал, если честно. А вот таких ивентов, как у нас с J-лигой и с Мексиканской лигой под французскую лигу,
мне кажется, других футболистов кучу можно запихивать. Ну, как-то, хрен его знает. Вот единственное, у меня на Менди остановился взгляд, и то из-за роста 191. 191 сантиметр, якорь такой, бюджетный веера, так сказать. Понятно, что там не будет супер рейтинга, да и 3 навыка всего, и отпечалит. Ну, при этом хотя бы хорошие физические показатели. Покрутим, у меня там 600 золота на этом аккаунте есть. Вот, так, спокойно эти 600 золота скрутим. Я же говорю, у меня здесь глаз вообще ни за что не цепляется, к сожалению. Ну, то есть, хотелось бы сказать, что хотя бы там один игрок из этих 20 будет прям мега-суперстар. Тут единственный, пожалуй, на кого стоит обратить внимание на Месси, ну, ладно, и на Бен Йеддера, если, опять же, у вас их не было предыдущих версий, которые поинтереснее. Ну, как-то так. Менди мне и выпадает. Та ты шо? С первого же пака попадания в человека, на котором я заострил внимание из этого пака. В принципе, у него, смотрите, пас низом, пас навесом достаточно неплохой. Защиту, ну, выкачаем. Да, особо быстрым он не будет, при этом корпусный, головой будет играть. Здесь как бы все нормально. Но 3 навыка, конечно, это страшная вещь. Это страшная вещь. Самый прикол, что раньше мы такие паки ждали в 21-й части, в 20-й, потому что игроки из них были прям, ну, реально огонь. Вспомните Холлана 99-го. Ну, там просто не карта, там убийца всего. Ну, вот. И, мне кажется, именно такие карты должны быть в паке лучших игроков за сезон. Целой лиги. Но Konami как с вариантом чемпионства Барселоны, с вариантом чемпионства Наполи и с вариантом чемпионства Баварии, чемпионские карты, которые нам раздали, они либо такие же, либо даже иногда и хуже, чем те карты, которые можно было поймать из условных команд недели. Камара мне выпадает. От штрафной до штрафной. Не, в защиту кое-что умеет. Скорости ускорения можно выкачать, да. Пас. Хрен его знает. Ну, типа, а где его использовать? Ну, ладно, 8 навыков, ну, достаточно неплохо. А где его использовать? Ну, я не знаю. Я не знаю, можете в комментариях написать. Может, вы знаете, где использовать этих гасконцев. И прям хорошо. Ну и, конечно, здесь, как всегда, работает вариант, что от каждого клуба лиги у нас один игрок. И, к сожалению, Лига 1, она вот мне напоминает украинскую премьер-лигу, которая была раньше. Ну, сейчас понятно, что много поменялось. Когда был Динамо, был Шахтер, иногда так немножечко был Днепр, и, ну, там, пожалуй, Металлист и Металлург Донецкий так еще немножко могли чего-то где-то как-то показать. Остальное было просто проходняковым шлаком. Вот здесь вот примерно то же самое. Во Франции есть ПСЖ, есть немножечко Монако и Марсель, остальные проходной шлак. Вот, как-то так. И в итоге из 20 игроков у нас 3 сильных игрока от 3 клубов, да, допустим, остальное все просто нахрен. Я не знаю. По сути, я думаю, я не только свои мысли озвучу, если скажу, что многим хотелось бы, чтобы от ПСЖ было игроков 10 из этих 20. Ну вот как-то так. Тем не менее, Konami, сами видите, как решает. Нужно же всем раздать их благословение Konamiевского. Но чисто для меня, как варианте игрока, ну, не знаю. Мне бы все-таки хотелось, чтобы лучше 10 игроков от ПСЖ было. Или хотя бы, чтобы от ПСЖ был такой игрок, который очень редко был в паках, либо вообще его в паках не было. Так, что у меня? 270 золота остается. Я даже уже внимания особо не обращаю на то, кто у меня выпадет. Вот действительно правильная формулировка была сделана. Тоскливый мусор. Тоскливый мусор в паках. Реально, если придумаю какую-то тематическую обложку, то так видео и назову. Ну, просто 4-звездочные игроки выпадают. Да и все. Тем более, когда сейчас золото в игре особо не заработаешь, я считаю, что лучше все заработанное золото, ну, если вы не донатите, конечно же, тратить на команду недели, вот там вот действительно попадаются очень хорошие игроки. Вот. А здесь, ну, такое. Опорник 183. Да тоже такое себе. 7 навыков. Не знаю, француз. Вряд ли даже сборную Франции можно кем-то отсюда усилить. Вот, реально. Ладно, последний пак, так сказать, 600 золота, не жалко Konami. Вводите еще всякую фигню. Они там ведут, я понимаю, что то же самое будет там по английской лиге, по испанской лиге, но опять же, с английской лиги будет хорошо Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, ну, Челси, допустим, с Тоттенхэма может там Гарри Кейн быть, и, ну... Опять же, из 20 игроков будет, ну, 5 интересных, ну, 6. И то, если повезет, и опять же, не влупят тех игроков, которых выпускали по нескольку раз, и они у вас уже могут быть. Все, золото у меня вроде закончилось. Ну, вот такой вот улов, вот такие паки. Я думаю, сейчас многие просто напишут в комментарии, я не открывал. И я вас понимаю, ребят, если честно. Поэтому просто хорошего вам начала рабочей недели. С вами был Морж. До новых встреч. Пока.